Всем привет, друзья, меня зовут Рома Смит. Наконец-то настал тот день, и сегодня, буквально вот уже через 4 часа, я вылетаю в Северную Корею, в место, в котором я мечтал побывать очень долго. На протяжении последних 8, а может даже больше лет я задумывался о том, чтобы полететь в Северную Корею. Наконец-то настал тот день, и сегодня я уже вылетаю туда. Заранее прошу вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, потому что я старался и снимал его для вас в первую очередь, поэтому не поленитесь и поставьте мне лайк к этому видео, порекомендуйте это видео своим друзьям, которые могут заинтересоваться этой тематикой, и обязательно подпишитесь на мой канал. Спасибо заранее. Вчера ночью я прилетел из Дохи в Пекин и немножко погулял по Пекину. И вчера на 4 часа дня был назначен брифинг до нашего отлета в Северную Корею, на котором нам рассказывали, как нужно себя вести в Корее, какие документы заполнять на границе, что можно брать, что нельзя брать и так далее. Этот брифинг происходил в офисе той туристической компании, которая организовывает, собственно, эту поездку. Очень интересный был у них офис. Там много было всяких постеров, всяких газет, журналов, всякой атрибутики Северной Кореи. В моей группе будет лететь около 20 человек. Большинство из них это люди из Центральной и Западной Европы, несколько людей из Америки. Вылетаем мы уже через 4 часа. Я уже собрал свои вещи. Сейчас нахожусь я в гостинице Holiday Inn. Она находится недалеко от офиса туристической компании, которая меня повезет. В общем, ребята, меньше слов, больше дела. Погнали в Северную Корею. В автобусе, который нас должен был довести до аэропорта, нам раздали наши визы в КНДР, которые мы должны были предоставить на пограничном контроле по прилету в Пхеньян. Также нам посоветовали сфотографировать их на память, так как перед вылетом из Кореи визы изымаются на границе. Прошел я уже регистрацию, сейчас сижу в Старбаксе и кушаю йогурт. Видел уже свой самолет, так чуть-чуть мельком, видел просто на заднем крыле флаг КНДР. Посмотрел в интернете, лечу я на Ту-204, это советский российский самолет. Через 20 минут уже у меня начинается посадка. Перед взлетом нам были предложены газеты The Pyongyang Times на английском языке. Наверное, это был самый первый момент, когда я столкнулся с необычными правилами КНДР. Дело в том, что по местным законам строго запрещено мять, комкать, выбрасывать журналы, либо любые другие материалы, на которых имеются изображения лидеров Северной Кореи. Особенно важно, чтобы линия складывания газеты не проходила по месту расположения лица действующего либо предыдущего лидера КНДР. Поэтому можете увидеть, что у меня это заняло некоторое время, чтобы все сделать правильно и впоследствии не иметь проблем.
прибытию в Северную Корею после прохождения пограничного контроля в аэропорту нас встретили два местных гида, которые сопровождали нас до конца нашего тура. В аэропорту нас достаточно тщательно проверяли. Конкретно у меня пограничник несколько минут перелистывал книгу, которую я вез с собой. Эта книга была о Первой мировой войне, после чего, посоветовавшись с гидом, все-таки пропустили меня без проблем. Хочу заметить, что на табло по расписанию на прилет за весь день светились лишь два полета из Пекина. И это все. То есть в целом, кроме этих двух полетов, аэропорт пустует. По дороге в Пхеньян, что заняло около 30 минут, местные гиды рассказали нам о правилах и инструкциях, которые необходимо соблюдать во время нашего пребывания в Северной Корее. Это касалось в основном того, что можно фотографировать и что нельзя, как себя нужно вести возле памятников лидерам страны, а также обсуждались некоторые другие моменты нашего пребывания в Корее. Выпустили нас уже с автобуса погулять, и вот сразу вижу демонстрацию тут проводят, точнее тренируются к демонстрации. Первым местом нашей высадки была Триумфальная арка. Это памятник, построенный в 1982 году в честь корейского сопротивления против японских оккупантов. Официальное открытие арки состоялось к 70-летию Ким Ир Сена. И интересно то, что количество блоков в этой арке составляет 25 500, которые символизируют количество дней жизни Ким Ир Сена. Арка находится в самом центре Пхеньяна, поэтому, как вы можете видеть, из арки открывается отличный вид на весь город. Нашей следующей остановкой была улица под названием Рёмён. Улица Рёмён, как нам сказал наш гид, была построена в течение 1 года, на чем был сделан особый акцент, по той причине, что в течение столь короткого времени было построено около 40 новых домов и остальных разных объектов социальной инфраструктуры. Открывал улицу лично Ким Чен Ын в апреле 2017 года. Гуляя по этой улице, у меня возникал единственный вопрос: а действительно ли кто-то живет в этих домах? Было видно, что много квартир были просто необитаемы, а учитывая пустоту дорог и почти полное отсутствие машин, этот вопрос интересовал меня еще больше. Хотя, естественно, наличие машины для северокорейцев это роскошь, но все же эта улица оказалась какой-то иллюзией. Сейчас я зайду в местный магазинчик. Все, буду уже идти сейчас в автобус и ехать в ресторан кушать, уже очень голодный.
Ну что, пришел я в отель. Сейчас у меня по хронологии было показать вам свой номер отеля, но я сейчас должен ходить быстро в спортзал, потому что он закрывается через 50 минут. Возьму свою камеру, тоже поснимаю спортзал. Надеюсь, будет интересно вам смотреть. И после этого я сразу вернусь в отель, и тогда вам расскажу уже, что произошло сегодня со мной, как вообще прошел этот день. Вроде бы здесь находится джим, как написано. Сейчас попробую разобраться. Hello. Ну что, друзья, в общем, привели меня в джим. И качалка оказалась вот такой. 3 беговых дорожки. Это и есть вся качалка. И пришлось заплатить еще $2. Да, не включено, в общем, это все в стоимость. Ну, побегаем хоть, хотя обычно я кардио вообще не бегаю, не делаю никогда. Ну, придется. Вот такой джим. Также здесь находится в одном же месте бассейн. Ну все, наконец-то я нашел свой номер. Подведем итоги сегодняшнего дня. Как я и говорил, это, наверное, был один из самых необычных дней в моей жизни. Это было что-то действительно такое вот уникальное, потому что то, что я здесь увидел, этого не увидишь нигде, ни в одной стране мира. Прилетев в КНДР, сразу же мы прошли таможню, там проверяют полностью все принадлежности, которые ты везешь. В основном это литературу, чтобы там не было ничего незаконного. То есть, чтобы ничего не было на корейском языке и о Корее и так далее. И следующее, это они проверяют девайсы, чтобы не было GPS и так далее. Никаких таких вещей, которые могут, не понравиться им. Проверив это все, дальше мы поехали в первую очередь на арку. После арки мы направились на улицу, построенную буквально 2 года назад, построенную в течение 1 года. Погуляв по этой улице, мы зашли в магазинчик, прошлись немного по магазину местному, и потом уже отправились в ресторан, где нас покормили корейской национальной кухней. Кухня очень вкусная, мне очень понравилась еда. Потом, собственно, нас привезли уже в отель, и вот с того момента я нахожусь в отеле. Выходить за территорию, за пределы отеля я не могу, потому что, находясь в Северной Корее, вы не имеете права куда-то отходить, либо самостоятельно идти куда-то. Всегда рядом с вами должен быть туристический гид. То есть это гид государственной туристической компании, который вам все говорит, куда вам идти, что вам делать и так далее. То есть вы от него не можете отойти не на шаг, конечно, но, например, там более чем на 100 метров. То есть вы всегда должны быть в поле зрения туристического гида. И с отеля этого нельзя никуда идти, нельзя выйти. То есть вы можете быть только на территории отеля. И я решил разделить данный блог о поездке в Северную Корею по основанию на днях пребывания. То есть будет 5 частей этого блога. Поэтому, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк, поддержите меня лайком, поддержите репостом, кому не тяжело. Если у вас есть кто-то из друзей, кто интересуется данной тематикой, посоветуйте мое видео, пожалуйста. Также можете подписаться на мои другие социальные сети. Я сделал очень много фотографий сегодня и сделаю в следующие дни также много фотографий. Поэтому обязательно подпишитесь на мой Инстаграм, Твиттер, Фейсбук, где вам удобней. Спасибо, что досмотрели до этого момента. И увидимся с вами в следующих видео. Всем пока!